Приветствую вас на канале Bizarre World, меня зовут Макс. И знаете, я не мог обойти эту тему стороной, тему создания нового государства. Вы знали, что еще несколько лет тому назад начался процесс создания нового государства под любопытным названием Союзное государство СГРБ. Что это такое, спросите? Сейчас я вам все подробненько расскажу. И да, добавлю. Лично я ни за, ни против данного объединения стран. Я лишь наблюдаю за процессами в разных странах мира и хочу с вами поделиться данной информацией. Ни больше, ни меньше. Это так, для хейтеров. Ну а теперь погнали! Итак, какие же страны входят в это некое союзное государство? Официально это объединение двух сегодня существующих стран – России и Беларуси. Союзное государство, по-белорусски «союзна держава», это союз России и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством. То есть такая масштабная интеграция. Фундаментальным же шагом стало подписание договора о создании союзного государства еще в далеком 1999 году, который, собственно, и стал юридической и политической основой для дальнейшей интеграции стран. А уже 26 января 2000 года, после ратификации договора парламентами двух стран, он уже вступил в силу. Вы знали, что существуют и другие варианты названий для этого нового государства? Это Союз России и Белоруссии, СРБ. Также Союзное государство России и Беларуси, СГРБ. Союз Белоруссии и России, СБР. И Союзное государство Белоруссии и России, СГБР. Кстати, мне любопытно, вам какое-то из этих названий вообще понравилось? Напишите комментарии. Вообще существует даже общий праздник – День единения народов Белоруссии и России. Отмечается он со 2 апреля 1997 года. Как стало известно, в новом государстве будет две столицы. Одна, собственно, в Москве, а вот вторая в Минске. Тут мне не очень понятно, почему именно две столицы. Это ведь выглядеть будет странно. Некое двоевластие получается. Ну да ладно, две так две. Территория также увеличится до 17 миллионов 332 791 квадратный километр. Больше чем на 200 тысяч километров станет больше, и без того огромная страна. Ну и понятно, что и население увеличится до 155 миллионов 520 тысяч 660 человек. Это почти на 10 миллионов больше, чем сегодня в России. Что же касаемо валюты, пока что их будет две. Предполагается российский рубль и белорусский. Но еще в феврале 2019 года Лукашенко высказывался о новом предложении по созданию единой валюты. Ей должен стать рубль, но не российский, не белорусский, а видимо какой-то новый рубль. Теперь давайте-ка разберемся, как собственно будет устроено это новое государство. Ну если оно, конечно, будет устроено. Для начала будет создан парламент союзного государства, формируемый народом союзного государства. Структурно он включает в себя палату представителей и палату союза. При этом места распределяются следующим образом. Палата Союза будет включать по 36 депутатов от каждого государства-участника, а Палата представителей состоит из 75 депутатов от России и 28 от Беларуси. Также будет создан Высший Государственный Совет. Где-то я уж такое слышал. Высший Государственный Совет союзного государства будет формироваться из высших лиц обоих государств. К его компетенции будет относиться решение вопросов, связанных с развитием союзного государства, образование органов, издание декретов, постановлений, директив и другое. Члены же Высшего Государственного Совета, собственно, их два, вы их все знаете в лицо.
Это Лукашенко, президент Республики Беларусь, и Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. И еще несколько влиятельных политиков из Беларуси и России. Теперь перейдем к флагу и гербу. Пункт 1 статьи 10 Договора о создании союзного государства гласит: союзное государство имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности. Но, как оказалось, после образования Союза России и Беларуси в 1997 году официально не были приняты ни общий флаг, ни общий герб. Предполагаемый проект герба – это модификация и соединение гербов России, собственно, и Беларуси. Ну, наверное, что-то типа того. Это чисто пример. А вообще за последние годы, как оказалось, в еще не созданное государство уже даже изъявляли желание вступить и другие страны. Например, в 2001 году президент Молдавии, тогда еще Владимир Воронин, сразу после своего избрания озвучивал планы по вступлению в союзное государство. После многочисленных встреч с Путиным в 2001-2002 годах вопрос о присоединении Молдавии к Союзу России и Беларуси решен не был. В Киргизии, например, оппозиция в 2007 году пыталась инициировать референдум о присоединении к этому союзу. В 1999 году президент Югославии Слободан Милошевич заявлял, что желает присоединиться к союзу на правах наблюдателя. А в 2007 году заместитель председателя сербской радикальной партии Томислав Николич в своей речи также говорил, что для укрепления связей с Сербией нужен союз, и в конечном счете он хотел бы присоединиться к нему. После же последних встреч двух лидеров этих стран стало понятно, что процесс становления нового государства, возможно, наконец-то уже вышел на финишную прямую. В 2001 году стали наблюдаться продвижки, так сказать, в построении союзного государства. Ожидается подписание важных договоров уже к 1 декабря 2023 году. Кстати, даже по рейтингу стран ИЧР, индекс человеческого развития, Россия рядышком с Беларусью. Похоже, сами звезды намекают на союз. Кто знает. Как оказалось, есть уже даже гимн новой страны. Некий гимн СГРБ. Авторов Анатолия Ермоленко и Павла Овсянникова. Тут уже, как говорится, есть все предпосылки, что это государство появится в ближайшие несколько лет. С вас же лайк, подписка, а также обязательно напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Появится ли такая страна или нет. Ну а теперь давайте послушаем гимн СГРБ. Слушаем.